Друзья, мы ценим каждого зрителя и подписчика, в том числе тех, кто смотрит нас из других стран. Каждый ваш лайк и комментарий продвигает наше видео. Вы знаете, насколько это важно для развития канала. Поделитесь роликом с родными, друзьями и, конечно, подписывайтесь, если все еще смотрите нас без подписки. Что такое Москва на тот момент? Это уже большой город, но это, к сожалению, антисанитария, болезни, грязь, колхозный рынок. Прямо у стен Кремля. Арестован вскоре после дела Черниговского полка. Кстати, обратите внимание, кто он по крови. Он даже из Сибири, когда уже был сибирским генерал-губернатором, управлявшим большей половиной России, каких-нибудь ревизоров, которые приезжали проверять губернатора столичный в Нижний Новгород, и с дрожащими руками читали его личное дело, что это государственный преступник. Николай I стал понижать планку наказания. Вот он способ делать добро. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Хотел начать с того, что у нас образовалось неформальное сообщество, которое мы назвали «Клуб любителей русской истории». Это уникальное для нашей циничной современной жизни общественное объединение. Люди сами по себе, сегодня у нас, по-моему, 19 городов, объединяются в неформальные сообщества. Их объединяет то, что они любят историю, смотрят наши передачи, переписываются друг с другом. И они начинают жить своей внутренней жизнью, организовывать экскурсии по своим городам, принимать гостей, ходить вместе в музеи, на выставки, делать какие-то платные мероприятия и показы. Это все никак не организовано формально. Нет ни статуса юридического лица, ни бюджета, ни бухгалтера. Есть телеграм-канал, который так и называется, «Клуб любителей русской истории». И, по-моему, сейчас еще в Максе такой же. И есть энтузиазм. Честно говоря, я этих людей почти не знаю. То есть знаю, кто является лицом этого клуба в Нижнем Новгороде, поскольку я там побывал, в Москве, естественно, и в Костроме. Теперь буду знать, кто в Казани, потому что организаторами этого мероприятия является Казанский клуб любителей русской истории вместе с лекторием Достоевским. И мы говорим о том, что наша встреча благотворительная, потому что за вычетом налогов и каких-то расходов средства, которые поступили от продажи билетов, поступят в этот клуб. Пожалуйста, используйте их на какое-то благое дело. А здесь есть кто-то главных лицо этого клуба? Вы. Марк Шухер. Прошу любить и жаловать. Вы, по-моему, музейщик. Дом-музей Ленина. Мне вчера подарили в Казанском университете замечательный документ в рамочке красивый. Копия, естественно. Текст напечатан, а подпись от руки и дата. Текст следующий, примерно. «Обязуюсь не принимать участие в несанкционированных митингах и шествиях, не вступать в нежелательные, неразрешенные правительством организации, а даже если буду вступать в разрешенные, то спрашивать об этом у ближайшего начальства». Студент первого курса Императорского университета Владимир Ульянов. Нарушил расписку, вылетел. Так вот, спасибо клубу любителей русской истории «Казань». Спасибо, безусловно, нашим друзьям из театра имени Камала. Они нам помогли с залом. И я надеюсь, что если кто-то из здесь присутствующих не был раньше в Казани или приехал специально, развитие внутреннего туризма, то у вас будет возможность пройтись по этому бесподобному театру. Наверное, это самый потрясающий театральный комплекс, который был в прошлом году сдан в России. Более интересного не видел. Сегодняшний рассказ полностью по вашей инициативе. Вы часто пишете комментарии, вопросы задаете. Я не все, конечно, но стараюсь читать и прошу помощников, чтобы самые интересные повторяющиеся вопросы, они меня как-то выводили отдельно. И потом пытаюсь их группировать и делать лекции, посвященные ответам на вопросы наших зрителей, слушателей, подписчиков. И вот сегодня будет рассказ, основанный на 3 темах. 3 темы, связанные с конкретными фамилиями, относительно известными в нашей истории, но не такими прославленными. И так как носителей этих фамилий довольно много, вы сейчас поймете почему, то в них часто путаются. А каждый из них настолько интересен
и настолько достоин внимания нашей памяти, что я решил сгруппировать эти три фамилии. Две фамилии военно-дворянские, а одна совсем из третьего сословия, купеческо-предпринимательского, притом и те будут в определенной степени связаны с культурой и искусством. Мне очень хочется, чтобы об этих людях знали побольше. Я надеюсь, в результате нашей встречи, может быть, вы начнете этих людей различать. Кстати, даже профессиональные историки их путают. Об этом я тоже расскажу. Итак, началось все с вопроса про одного замечательного поэта и героя войны 812 года Дениса Давыдова. Вопрос наших подписчиков звучал примерно так. Ищем могилу Дениса Давыдова, не можем найти. У него ведь есть фамильная родовая усыпальница в Тульской области, в селе Аксиньино, а там его нет. А где он, где останки? Я решил разобраться в Давыдовых. А фамилия Давыдов от имени Давид. Или Давыд – это их дальний-дальний предок. Нас больше всего интересует следующая пара из XVIII века. Денис Васильевич Давыдов и супруга его Анна. У них было несколько детей. Обращаю внимание на брата Леву, Лев Давыдов, Василий Давыдов, его брат, и сестра Маша. Наш герой, самый известный из Давыдовых, благодаря тому, что он поэт, кстати, хороший, романтический, яркий. Его называли предтечей Пушкина, хотя они были, в общем, современниками, чуть постарше Денис Давыдов. Профессиональный военный, я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской. Сабля, водка, конь гусарский. С вами век мне золотой. Пафос военного гусарского романтизма, удали. Он действительно не похоронен в родовой усыпальнице, потому что его разрушили в советские годы в селе Аксиньино Тульской области. Он покоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Кто не был, обязательно сходите, потому что вы там ходите и листаете учебник истории. Таких кладбищ я знаю два: на Новодевичье и Донского монастыря. Каждая третья могила будет вам что-то говорить. Но в Тульской области в родовой усыпальнице было похоронено много разных Давыдовых. Про Дениса будет, наверное, отдельная лекция. Но я хочу вам рассказать еще про Давыдовых. Например, про его дальнего родственника Евграфа Давыдова. Все считают, что это Денис Давыдов. Практически одно лицо. Денис, Евграф. Гены. В интернетах пишут, что это двоюродные братья. Нет, весьма дальние родственники, но из той же самой фамилии. Евграф Давыдов тоже гусар, как вы видите по красному мундиру, доломану. Служил в том же самом лейб-гвардии гусарском полку и даже командовал этим полком. Денис Давыдов не командовал, он командовал потом другим, ахтырским гусарским. Если Денис дослужился до генерал-лейтенанта за подавление польского мятежа 830-31 годов, то Евграф Давыдов закончил службу всего лишь генерал-майором. Но была веская причина. Он был буквально искалечен. Под Лейпцигом, это 813 год, ранен осколком гранаты в ногу, после этого контужен ядром в голову, остался в строю, после чего снова ранен в правую ногу, лишился левой ноги ниже колена и правой руки ниже локтя. Глубокой инвалидности оставлен на пенсии с мундиром и пенсионом. Это генерал, чтобы вы понимали, генерал на поле боя. Другой близкий родственник Дениса Давыдова, его действительно кузен Василий Давыдов, тоже гусар. Нет его портрета в гусарской форме, но если мы представим себе, оденем его в красный доломан гусарские, усы сделаем погуще и подкрутим, будет то же самое лицо. Традиционная биография. Служба начинает в 14 лет. В гусарском полку. Затем адъютант Багратиона, должность эта совершенно не штабная. Не раз рассказывал, что смертность среди адъютантов военачальников была значительно выше, чем смертность у строевых офицеров на поле боя. Почему? Потому что строевой офицер в одном месте, а адъютант все время носится с приказами, ну раньше же не было этих Старлинка, вот он носится с приказами от начальника к войскам все время, вперед-назад, обычно на коне, чтобы побыстрее. Это очень опасная работа. Поэтому Багратиона, Барклая, Кутузова по 10 адъютантов сразу.
Более того, адъютант был изначально хорошо подготовленным офицером. Их задача была в случае смерти полевого командира офицера в поле сразу его заменить и взять на себя командование батальоном, полком на месте. Смертельно опасная работа. Кузен нашего героя Дениса Давыдова Василий выходит в отставку в чине полковника. У него поместье в Киевской губернии, большое, богатое, 3000 душ мужского пола. Сравните с Пушкиным. Около 300 в совокупности в разных поместьях. И он не бедный человек, если в карты не играл. У Чацкого чужих имений мне ли не знать. 400. Это уверенный средний класс помещичий. Василий Давыдов богатый помещик. 3000 душ. Но тем не менее, хоть он и крупный землевладелец, мятежные думы, участник Союза Благоденствия, Южного общества декабристов. Участие сам в восстании декабристов не принимал, однако дали показания. И арестован вскоре после дела Черниговского полка. Кстати, обратите внимание, кто он по крови, помимо Давыдовых. Тянется к племяннице самого Потемкина, ветка. То есть в нем кровь Потемкиных. Декабрист осужден по первому разряду. Это казнь отсечением головы. Однако Николай I стал понижать планку наказания. Заменено пожизненной ссылкой в Сибирь. В документах следствия, я специально на этом акцентирую внимание, что из себя представлял боевой генерал или боевой полковник того времени. В документах следствия сохранились приметы Василия Давыдова, более подходящие для наградного листа, но тогда же не было фотографий, портреты тоже с арестантов не писали, поэтому подробно описывали, кавычки, «лицом чист», имеется в виду без следов оспы, глаза светлорусые, нос большой, волосы на голове черные, имеет усы. Ну, а какой гусар не имел усов? Это привилегия гусар, ну и улан еще. На обеих ногах имеет раны, внимание, от штыков, выше левой груди имеет рану от пики, позади левого плеча имеет рану от пики же, на правой руке на большом и между пальцами имеет 2 шрама от удара саблей. Полковник. На каторге 13 лет, затем поселение Красноярск. Жена Саша уехала за ним в Сибирь. Мы знаем о Волконской, Трубецкой, также и жена Давыдова. При этом, внимание, у них 13 детей, 7 из которых родились в Сибири. Дальше. Все пережили детский возраст, перескочили через тогда гигантскую детскую смертность. И по меньшей мере 7 из них, по которым я нашел информацию, по остальным просто нет, дожили до 20 века. Вы можете себе представить, какая генетика. Любопытно еще, что из этих 13 детей 4 добрачные. Что это означает? Его мать не давала согласия на женитьбу. Считала, что муж у нее без 5 минут генерал, из прославленной семьи, родственник самого Потемкина. А это какая-то дочка мелкого чиновника, ну, влюбился, ну и что? Не разрешала. Пока мать не умерла, он официально не женился. Они обвенчались только после ее смерти. Произошло это буквально за несколько месяцев до восстания декабристов. Но что значит настоящие братья? Помните, у меня была лекция братья Зубовы и братья Орловы. Я их сравнивал между собой. Орловы были как кулак вместе. Всю жизнь друг друга поддерживали. А Зубовы так, наоборот, ну и вошли в историю не очень хорошо. И вот посмотрите, у Василия Давыдова 3 известных брата. Петр, Александр, оба генералы, естественно, боевые офицеры. И сам Николай Николаевич Раевский, прославленный герой 812 года. Он единоутробный брат. Общая мать, разные отцы. Его отец умер в очень молодом возрасте, и поэтому спустя некоторое время мать повторно вышла замуж уже за Давыдова. И вот все 3 брата, включая единоутробного, бьются с прошениями, одолевают императора Николая I, чтобы незаконных добрачных племянников, более того, детей незаконных государственного преступника, осужденного по первому разряду, разрешили жить у них в имениях, дали им фамилию Давыдов, дали им все права дворянства и состояние, сделали их наследниками, и они этого добились. Ни один из братьев от своего
брата Василия, каким бы он ни был по меркам того времени заговорщиком, от него не отступился. Значит, жена отправилась за ним в Сибирь, при этом установила своеобразный рекорд. Дело в том, что детей брать с собой в Сибирь не разрешалось. И все жены декабристов, у кого были дети, не вынуждены были оставить детей навечно, как тогда считалось. Кто бы мог подумать, что спустя 30 лет будет амнистия. Кто-то оставил одного ребенка, кто-то оставил 2 детей, а жена Василия Давыдова оставила 5 своим родственникам, братьям своего мужа. Никто не пожертвовал большим и поехала в Сибирь. В Сибири родилось еще несколько детей. Все прожили очень долгую жизнь. Василий Давыдов в Красноярске воспитывал своих младших. В его доме часто собирались декабристы. Умер он в 75 лет, не дожив чуть-чуть до амнистии. И уже во взрослом возрасте 5 детей они оставили, 3 из них, добровольно, бросив все, к отцу и матери переехали в Сибирь, от всего отказавшись. Вот такая семья. Кстати, супруга его Саша прожила за 90. 93. Но это в моей любимой теме, известная мифология о так называемом росте безудержном среднего возраста, о котором говорят с утра до вечера. Жизнь-то посложнее была у них, медицинское обслуживание похуже. Такой рассказ про семью Давыдовых. Сам Давыдов, Денис, прожил не так долго, умер от инфаркта, как бы сейчас сказали. Здесь знаменитая фраза есть, что гусар, который дожил до 30 лет, не гусар, а дерьмо. Приписывается нескольким французским генералам. Ну, под этой фразой мог бы подписаться всей своей жизнью и Денис Давыдов тоже, равно как и его братья-гусары и родственники. Но он дожил до 55, хотя писал: «О, как страшно смерть встречать на постели господином, ждать конца под балдахином и всечасно умирать. То ли дело среди мечей, там о славе лишь мечтаешь, смерти в когти попадаешь и не думая о ней». Он умер в постели дома, 55. Необычайно повезло. Еще один вопрос, и тоже об очень запутанной семье, но запутанной в наших исторических источниках. На самом деле разобраться в этом совершенно несложно. Это фамилия Муравьевых. Вопрос изначально звучал таким образом: Муравьев-Карский, Муравьев-Амурский, кем друг другу приходится? Муравьев в истории 19 века, да и раньше, честно говоря, так много, и среди них так много декабристов Муравьевых, что, пожалуй, это потребует отдельного рассказа, а люди это настолько замечательные, что я не удержался и подготовил вам небольшой ответ на вопрос про фамилию Муравьевых. Муравьев-Карский и Муравьев, наиболее известные, Амурские, они, во-первых, современники, они полные однофамильцы, и тот, и другой Николай Николаевич Муравьев, полные тезки, но если и родственники, то их родство настолько отдаленное, что даже посчитать невозможно. Когда они заслужили почетные прозвища, приставки к фамилии Карские и Амурские, тут же остряки стали шутить, что государь-император специально определил, чтобы хоть как-то их отличать, этих 2 генералов, друг от друга. Многочисленные ветви самых разных дворянских родов Муравьевых происходят от помещика, которого звали Иван Муравей, еще в времена Ивана III. Ну, почему он был Муравей, сложно сейчас догадаться. Наверное, был очень трудолюбивым или маленького роста. От него пошли разные Муравьевы. Нас более всего будет интересовать несколько из них. Начнем с Муравьева-Амурского, граф. Он из новгородских Муравьевых, огромная семья. Отец новгородский губернатор, тоже, естественно, военный. Начинал он очень по-блатному свое карьерное восхождение. Камер-пажом у великой княгини Елены Павловны. Помним Елену Павловну, главную либералку, и женщину демократических по тем временам. Воззрение супругу великого князя Михаила Павловича, младшего брата Николая I. Служил камер-пажом, как бы сейчас сказали, референтом, помощником. Он ей нравился, молодой парень, исполнительный, из хорошей семьи. И она его потом всю жизнь продвигала, всячески помогала. Он даже из Сибири, когда уже был сибирским генерал-губернатором, управлявшим большей половиной России,
когда был бал в Петербурге, к ней приезжал, рассказывал, советовался. Его патронировало, как бы сейчас сказали. Но пажом поработал он недолго. Все-таки человек военный. Турецкая война, 828-29 год. Польская война, польский мятеж. Кавказская, причем неоднократно лично участвовал в сражениях с горцами. Оставил службу в чине генерала, довольно молодым. И потом, кстати, с протекцией Елены Павловны принято беспрецедентное решение. Он стал самым молодым генерал-губернатором в Российской империи. Генерал-губернатором Восточной Сибири. Восточная Сибирь начинается примерно от Тюмени и Тобольска и дальше до Тихого океана. Это существенно большая часть России. То есть если Пушкин называл Меньшикова полудержавным властелином в том смысле, что Меньшиков пользовался большим влиянием на Петра Великого, то Муравьев можно называть формально полудержавным властелином, ибо у него было полдержавы в полном управлении. Что такое генерал-губернатор? Это, при всем уважении, не глава субъекта федерации сегодня. Генерал-губернатор – это человек, который подчиняется только императору и только перед ним подотчетен. Он совмещает гражданскую власть и военную, но полная ответственность за все происходящее. И вот, будучи генерал-губернатором Восточной Сибири, он получил от императора право самостоятельно вести международные переговоры и добился присоединения Преамурья к России, при том, что МИД был против. Считалось, что мы тем самым вызовем войну с Китаем, конфликтные ничейные земли, китайцы их считают своими. Но Муравьев как-то так проторговался с китайцами, что все Преамурье, гигантские территории, сотни и сотни тысяч квадратных километров, были признаны российскими. Муравьев получает титул графа, приставку Амурский, земли вплоть до Сахалина, Владивосток современный, Хабаровск, все отходит к Российской империи. Без войны, без боя. Муравьев Амурский. В плане решения мирным путем территориальных вопросов я не знаю, с чем сравнить. Аналогии нет. Теперь к следующим Муравьевым. Дальние родственники Муравьева-Амурского по другой линии Муравьевы-апостолы. Ну, про это вы точно слышали, потому что все знают про декабристов. И Сергея Муравьева-апостола. Апостол, гетман войска Запорожского, петровские времена. И дальше от него идут вниз Муравьевы. Они еще не прямые родственники, они потом переженятся друг с другом. И вот отец самых известных в нашей истории Муравьевых апостолов, Иван Матвеевич Муравьев-апостол. Сначала он просто Муравьев. Известный дипломат, он был посланником в Дании, в Испании, находился долгое время с миссией в Париже, знаком был с Бонапартом. Посмотрите замечательный фильм, мне лично нравится, «Союз спасения», говорят, сериал еще лучше. И фильм начинается с того, что Наполеон знакомится с Сергеем Муравьевым-апостолом, который учится в лицее в Парижском, потому что его папа дипломат. Attention. Le meilleur, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Ils sont tous d'excellents élèves, Votre Majesté. Je suis le meilleur en arithmétique, en rhétorique et en latin, Votre Majesté impériale. Es-tu le seul à le dire? Ou d'autres sont-ils de ton avis? C'est tout à fait juste. Voltaire disait: la liberté, c'est l'égalité de tous devant la loi. Es-tu d'accord avec cela? Non, Votre Majesté impériale. La liberté, c'est le pouvoir de choisir son destin. Avant de choisir. La liberté dont tu parles est une chose très rare. Oui. Les Romains disaient: il suffit d'un seul homme libre pour que son peuple soit grand. Alors nous, les Français, selon toi, sommes-nous un grand peuple? Oui. Mais moi, je suis russe. Sergueï Muraviev-Apostol est le fils de l'ambassadeur de Russie. J'aurais aimé avoir un fils comme toi. Иван Матвеевич Муравьев принимает приставку «апостол» по просьбе своего родственника. Император давал такие разрешения на изменение фамилии. Павел I разрешает, потому что род апостолов, старинный род малороссийского дворянства, казачества, пресекся по мужской линии, и фамилия будет утеряна. Поэтому ближайшему родственнику апостолов, Ивану Матвеевичу Муравьеву, дают приставку
апостол. У него 3 известных сына. Матвей, Сергей, главный декабрист, и Ипполит. Начну со старшего. Матвей. Родился просто Муравьевым. Апостолом стал потом. Подполковник в отставке к моменту восстания декабристов, член Южного общества. Изначально не поддержал восстание, но когда узнал, что его младшие братья вместе с восставшими, присоединился по ходу дела. Осужден по 1 разряду, через смягчение к 20 годам каторги, однако постепенно этот срок снижался. Сначала Николай I личным распоряжением сократил срок до 15 лет, а потом вообще вместо каторги отправили его в Сибирь на вечное поселение. Он дожил до амнистии 856 года, восстановлен во всех правах, в наградах, что бывает редко, и ему разрешено проживание в столицах. Матвей Муравьев-апостол – главный источник информации для Льва Николаевича Толстого, когда он писал «Войну и мир» в части декабристов. Он много раз встречался с Толстым. Толстой хотел написать роман о декабристах, как мы помним, потом передумал, сказав, что, кавычки, «не нашел в этой истории того, что искал, то есть общечеловеческого интереса. Вся эта история с декабризмом не имеет под собой корней». Категорически не согласен я с Львом Николаевичем. Он начал и бросил роман о декабристах, а с Матвеем Муравьевым-апостолом много-много об этом беседовал. У нас сохранились только фотографии его уже в сильно немолодом возрасте. Прожил. Как наша теория? После Сибири и каторги 93 плюс. 2 брата. Самый известный Сергей, средний. Муравьев-апостол, блестящий молодой человек, герой 812 года, заграничных походов, сапер, закончил корпус инженеров путей сообщения. И вот 1820 год, молодой Сергей Муравьев-апостол, престижная должность, командир роты Семеновского полка, капитан. Принимает активное участие в возмущении семеновцев, потом их всех скопом осудили, офицеров по разным частям расформировали. И из элитного Семеновского полка Сергей оказывается на Украине. Сначала в Полтавском, потом в Черниговском полку, в котором он и будет командовать батальоном на момент восстания Южного общества. Но, что интересно, я вот думал, что его, если он принимал участие в возмущении Семеновского полка, должны были, наверное, в звании понизить. Или вообще разжаловать. Его переводят на Украину с 2-кратным повышением в чине, он становится подполковником. Ну, как и положено при гвардии, капитан перепрыгнул через звание. Какого понижения? Либеральный офицер, активный противник телесных наказаний. Вместе с братом основал Союз спасения. Называлось «Общество истинных и верных сынов Отечества». Это было первое тайное общество, откуда выросли все организации декабристов. Есть более ранние организации с довольно интересными названиями, типа «Орден русских рыцарей», «Священная артель офицеров Генштаба». Историки считают это масонские организации, преддекабристские. А первая полноценно политическая организация – это организация, которую основал в том числе и молодой Муравьев-апостол. Членство в ней определялось не только политическими взглядами, но и дружескими, семейными. Все родственники, друзья вместе служили. Программы как таковой особой не было, патриотическая программа. Надо делать реформы, надо больше продвигать офицеров русских, а то все немцев поддерживаем, всякие эти Бенкендорф и Винсент Героди и прочие, Барклай де Толли. Надо своих двигать. Считалось, что самое главное – это добиться какого-то ограничения монархии. И когда будет меняться государь, рано или поздно он будет меняться, то необходимо в этот момент добиться от нового государя или конституции, или какого-то ограничения. Как это делать, непонятно. Интересно то, что все члены этих тайных обществ обязывались не уходить в отставку и не уезжать в деревню, чтобы занимать все более и более значительные посты и больше влиять на политику. То есть они надолго рассчитывали. Структуру они полностью скопировали у масонов. Масоны – это не те, которые широко закрытые глаза у Стэнли Кубрика. Это ложа, в которой все члены градируются по своей значимости. И, как правило, друг с другом не знакомы. В обществе декабристов, которое копировало масонское общество в конспиративных версиях, было либо 3, либо 4 статуса членства. Самый низший – брат. Братья, их может быть 10 человек. Они друг друга знают, они встречаются. Среди них один главный называется муж. Это тот, кто их, собственно, вербует в братья. Других братьев эта десятка не знает.
И других мужей она не знает. Муж знает другого мужа из другой десятки, но не знает его братьев. А дальше следующий статус посвящения – это боярин. Боярин знает мужей, не обязательно знает братьев, как правило, не знает. И только бояре руководят организацией и знают, собственно, конечную цель. Ограничение самодержавия. Все остальные конечных целей, как правило, не знают. Потом, ближе к 825 году, резким движением декабристов в связи с обстоятельствами возникшими, все это смешалось. Но если бы все было так, как у них задумано, то следствию пришлось бы очень тяжело. Потому что без активных показаний бояр и мужей друг на друга раскрутить, кто входит в тайное общество, было бы почти невозможно. Ну, они вели себя своеобразно. Многие из них считали, потерпев поражение, что дворяне не имеют права лгать в глаза государю. Честно рассказывали. Не особо прося себе снисхождения. Но это отдельная история. Судьбу Сергея Муравьева-Апостола мы все знаем. Повешен. Это именно тот, кому приписываются слова «бедная Россия». И повесить-то толком не могут, поскольку он оборвался. Интересна судьба его младшего брата, Ипполита. Ему на момент восстания и 20 нету. Он служит в Петербурге. Какой-то злой рок. Прапорщик. Самый первый офицерский чин. Наверное, старшие братья для него кумиры. За один день до восстания, 13 декабря 1825 года, его переводят приказом на Украину, в другую воинскую часть. То есть, если бы его не перевели, то с высокой долей вероятности он бы оказался на Сенатской площади, ну, там народу много, наверное, отделался бы как-нибудь по-легкому. Но его перевели, и он попадает к своему брату Сергею. Они вместе участвуют в выступлении Черниговского полка. И если брат Сергей во время подавления этого выступления был тяжело ранен, его раненого арестовали, то Ипполит, он тоже был ранен, но не захотел быть арестованным, он застрелился прямо от поля боя. Тоже, может быть, прожили бы по 90 лет. Гены у них, видимо, были очень сильные. Еще про Муравьевых. 3 родных брата. Были 3 Муравьева-Апостола, а это 3 просто Муравьева. Александр Муравьев, Николай и Михаил. В них путаются абсолютно хронически. Тоже они отчасти декабристы, но совершенно другого склада. И начнем с самого известного, среднего брата, Николая Николаевича Муравьева-Карского, который полный тезка Амурского. Он из питерского рода Муравьевых, генерал в 3-м поколении, инженер, все войны, Бородино, заграничные походы, Турция, Карс, Кавказ. Карс, интересно, битва за Карс. Будучи командующим отрядом, который осаждает во время одной из турецких войн Карс, он берет Карс, получает за это святого Георгия 4-й степени. А потом, спустя много-много лет, во время Крымской войны, уже заслуженный, можно сказать, пожилой генерал, берет Карс 2-й раз. Я напоминаю, что Крымская война шла не только в Крыму под Севастополем, она шла на самых разных театрах военных действий. Балтика, Петропавловск-Камчатский, Соловки, Карелия, Сахалин, ну и Азовское море, побережье, Таганрог, Одесса и Кавказ, где у нас самый большой успех. На Кавказе русская армия наступала под командованием Муравьева. Карс – самая мощная турецкая крепость. Муравьев ее осаждает и вынуждает к сдаче. Интересно, что гарнизон Карса намного больше и лучше вооружен, чем армия Муравьева, осаждающая. Ну вот как-то обложил он правильно. И все там заблокировал, что турки в итоге подергались и капитулировали. Хоть их отговаривали от этого английские военные советники, которых там было немало. Кстати, главного английского советника, полковника Уильямса, наши в качестве трофея взяли в плен, потом отпустили, обмен пленными, как полагается. Карс обменяли, по сути, на Севастополь, поэтому Крымская война для нас закончилась почти без территориальных потерь. И вот за
повторное взятие Карса второй раз в своей жизни Муравьев получает титул Карского, орден Святого Георгия второй степени. И тут есть такой исторический курьез, честно говоря, не знаю, есть ли в истории еще хоть один подобный пример. Дело в том, что Карских два, и оба за победу. Ну, наш Муравьев Карский, понятно, а второй никогда не догадаетесь. Титулом баронета Карского за блистательную победу под Карсом королевой Викторией был пожалован плененный полковник Уильямс. Это, наверное, самый анекдотичный случай в истории, но англичане мастера пиара. Он же с победой вернулся. В целом как бы победили. Взяли пол Севастополя. Теперь Михаил Николаевич Муравьев, любимец наших либералов, Муравьев-вешатель. Он же Муравьев, неофициально ему этого титула не дали, но его так именовали уважительно. Муравьев-Веленский, довольно суровой наружности дядечка, родной брат нашего Муравьева-Карского, младший брат. Судьба банальна, одинакова. Такое ощущение у всех Муравьевых, какими бы они ни были, апостолами, Карскими, Веленскими, Амурскими. В 15 лет служит при штабе Западной армии у Беннингсона. Принимает в 15 лет участие в Бородинской битве. Ранен в ногу ядром на батарее Раевского. Ранение такое, кавычки, описано в мемуарах. Во время Бородинского сражения, его брат пишет, Михайло находился при начальнике главного штаба Беннингсоне на батарее Раевского в самом сильном огне. Неприятельское ядро ударило лошадь его в грудь и, пронзив лошадь насквозь, задело брата по левой ляжке, сорвав оттуда все мясо и оголив кость. Судя по обширности раны, ядро казалось быть 12-фунтовым. Представьте. Муравьев, естественно, долго лежал без сознания после такого отрывания мяса от ляжки. Когда очнулся, встать не мог, стонал. Солдаты вынесли его на шинели. Лежал среди груды раненых на улице. Медицинскую помощь никто не оказывал, раненых тысячи. Случайно остался жив, его узнал какой-то казак-урядник, без сознания. Взял большую деревянную табличку и положил на него сверху, написав «Муравьев пятый». Видимо, было еще 4 где-то в районе Бородина. И когда один из братьев бегал, искал пропавшего без вести младшего, он увидел издалека эту табличку, опознал по табличке. После излечения всю жизнь он ходил в таком полукостыле, большую карьеру сделал, служил губернатором в разных регионах, но простался, конечно, во время наведения порядка при очередном польском мятеже в 1860-е годы. Прозвище Веленский, поскольку был губернатором Виленской области, ну, это современная Литва, часть Белоруссии, Вильно. Вильнюс, старый польский город, ну или русский. Ему грандиозный памятник в Вильнюсе поставили на центральной площади за усмирение и наведение порядка на всех этих территориях, сохранение там православия. Я вас отсылаю к своей лекции про Муравьева-Веленского, он же вешатель. Памятник это снесли. Сначала немцы Вильну заняли, но немцы не снесли во время Первой мировой. А потом, когда Вильню заняли поляки, сразу куда-то пропал, взорвали, видимо. Недавно маленькая, к сожалению, копия этого памятника была установлена в Калининграде напротив литовского консульства. Троллинг это хорошо, но не очень заметно, но и памятник небольшой. Я считаю, что такой человек, как боевой офицер и блестящий абсолютно администратор Муравьев-Веленский заслуживает, безусловно, воссоздания ему памятника в полном объеме. Ну, только надо место правильное подыскать. Может быть, на старом месте. Его Акунин перепутал с другим Муравьевым, потому что ему очень понравился яркий пример, что изначально они все были декабристами Муравьевы. Наш герой тоже чуть-чуть числился в одном из этих тайных полумасонских обществ. Но очень быстро понял, что ему тут неинтересно, и он как-то отошел от этого заговорческого движения. Вот. А Акунин написал, что он был в числе его главных идеологов и главных организаторов, и даже авторов Конституции, но потом он предал идеалы декабризма, и поскольку был человеком, безусловно, деятельным, а
у кровавого царизма дремучего деятельному человеку было невозможно себя проявить, то он постепенно мимикрировал, деградировал и превратился в злобного сатрапа, одного из самых суровых гонителей свободы в империи, печально прославленного Муравьева-вешателя, палача восставших поляков, про которого после его смерти Герцен написал, кавычки, «задохнулся отвалившийся от груди России вампир». Ярко, конечно, Александр Иванович был человеком яркого языка иногда, хотя тут можно долго спорить, я не буду говорить о лондонских сидельцах, можно долго спорить, там, кто, как, чего, откуда отвалился. Герцену бы не мешало с личной жизнью своей разобраться, с другом Огаревым. Злословить не буду, вы почитайте. Не просто им было в Лондоне. С кем перепутал Акунина и Чеслер, я не знаю. Вероятно, еще с одним Муравьевым, Никитой Муравьевым, который был в числе руководителей Северного общества. А может быть, с его старшим братом Александром Муравьевым, который действительно подольше был в разного рода декабристских обществах. Это вообще поразительная совершенно история. Он не принимал участия в восстаниях, но был в числе основателей и Союза спасения, и Союза благоденствия. Все очень скучно. Бородино, куча ранений, орденов, боевой офицер, золотая шпага за храбрость, но добровольно вышел в отставку, несмотря на то, что декабристы вроде как собирались не выходить в отставку, не снес оскорбления. Оскорбление ему нанес ни много ни мало Александр I тем, что посадил его на гауптвахту. И ладно бы посадил за пьянство. Денис Давыдов, наверное, гордился бы, или за то, что усы отрастил, не имея на это права. Он его посадил на гауптвахту за дословно неисправность солдат на параде. То есть как-то там солдаты не в ту ногу пошли. Или что-то у них было пуговичками застегнуты верхние воротнички. А для боевого офицера во все века публично указать, что его солдаты, боевые все ветераны, как-то там не так застегнуты, да еще посадить за это на гауптвахту — страшное оскорбление. Поэтому с гауптвахты вышел и, будучи полковником, тут же подал в отставку. Но дальше следствие по делу декабристов. И его тоже раскрутили, что он там был где-то давно, поддерживал, что-то мутил. Довольно легкое наказание по 6-му разряду. Первый разряд — отсечение головы, как мы помним. 6-й разряд — ссылка без лишения званий и чинов. То есть тебя просто из имения либо из столицы куда-нибудь за Урал. Вот там и живи дальше. Но совершенно неожиданно, что ссылка без лишения чинов стала для Муравьева-старшего, Александра, карьерным лифтом, как бы сейчас сказали. До этого он кто был? Какой-то там помещик, отставной полковник, жил у себя в имении, занимался сельским хозяйством. Все о нем забыли к тому моменту. А тут он оказался в Сибири, а кадров у нас не хватает, а кадры решают все. И каким-то невероятным образом его, осужденного по делу декабристов, сначала назначили губернатором Тобольска, где он, видимо, хорошо губернаторствовал, потом перевели в Архангельск, потом в Нижний Новгород. Это серьезное, большое, значимое наместничество. Он стал со временем тайным советником, и представляете себе шок каких-нибудь ревизоров, которые приезжали проверять губернатора столичный в Нижний Новгород, и с дрожащими руками читали его личное дело, что это государственный преступник, осужденный по 6-му разряду, а он тут губернатор. Вот такая история Муравьевых. А дальше я хочу рассказать вам третью историю про недворянскую семью и очень-очень простую фамилию. Собственно, у основателя этой династии фамилии-то никакой не было, потому что у крестьян фамилии не было. Иван Петров означает Иван, сын Петра. Иван Петрович, сокращенно Петров. Основателем этой династии, оставившей невероятный след не только в жизни нашей страны, но, поверьте мне, в жизни каждого из здесь присутствующих. Мы же в театре, про москвичей я молчу, там отдельная история. Основателем был Алексей Петров. И детей его стали звать, поскольку он Алексей Петров, сын Петра, детей его стали звать Алексеевыми, поскольку они дети Алексея, героя нашего рассказа, Николай Александрович Алексеев. Мало кому что говорит это имя и фамилия сегодня, а зря, потому что, конечно, не считаю Сергея Семеновича Собянина, это, наверное, лучший мэр в истории Москвы всех времен и народов. По крайней мере, точно
самый популярный из когда-либо бывших. Николай Алексеев из семьи потомственных купцов и промышленников, купцов московских. Для него Москва в поколениях родной город. Еще дед его основал товарищество Алексеевых. И это товарищество разрасталось, фабрики, заводы, торговые дома. Среди фабрик она довольно любопытная. Она будет играть впоследствии роль в нашей истории, поэтому о ней расскажу. Это фабрика канительная. Кто знает, что такое канитель? Нитка. Тянуть канитель. Долго, занудно, скучно тянуть канитель. Почему канитель тянется долго? Это от французского слова канитель. Нитка из металла. Обычно из благородного золота и серебра, но может быть и медной. Ее долго вытягивают, потом скручивают особым образом. И она активно использовалась в те времена, 18-19 век, для шитья. Золотое, серебряное шитье, дамские платья богатые, мундиры и гражданские, и военные. Все шито золотом, это шито канителью. Это металлическая нить. Ну, либо одеяние священников, тоже используют канитель. Это очень востребованный, крайне дорогостоящий товар. И вот главная в стране канительная фабрика, самая передовая, была как раз у семьи Алексеевых. Весьма доходное производство. Николай Алексеев с такой семьи, что можно не работать. Жить в свое удовольствие. Богатый человек – это не тот, который не может за свою жизнь потратить капитал. Тот, который не может за свою жизнь потратить проценты со своего капитала. Николай Алексеев был из этого уровня богатства. Однако человек неуспокоенный, очень активный, очень энергичный. Сначала становится депутатом Московской городской думы. Тогда говорили «гласный», потому что он все время говорит «глас». Депутат это от чего? Депьюти-заместитель. Бессмысленное слово. Вот гласный, понятно, он выступает. Молодым очень, 20 с небольшим лет, Московской городской думы, а потом в возрасте 33 стал самым молодым в истории мэром Москвы. Должность называлась градоначальник или городской глава. Должность была выборной. Выбирали из числа гласных, голосовали депутаты из своего состава. Эта работа совмещала несколько функций. Во-первых, он был руководителем самой Московской думы, то есть он вел заседания. Дума принимала постановления и акты, а он должен был следить за их исполнением. Поэтому у него была и исполнительная власть в том числе, и законодательная в рамках местного самоуправления московского по реформам Александра II. Финансовая, он контролировал расход московского бюджета, тогда очень небольшого на самом деле, потому что налоги были невероятно низкими в Российской империи, и городские в том числе, поэтому небольшая казна Москвы. Но все это контролировалось градоначальником либо городским головой. Вот таким городским головой в 33 года и был избран наш герой Николай Алексеев. И он с невероятной энергией, человек был очень крупный, сильный. Александра III чем-то напоминал, и примерно в это же время он и работал. Кстати, император утверждал, мог не утвердить, кого там выберут московским градоначальником. Отработал он почти 2 полных срока, 2 раза по 4 года. И за это время вошел в историю Москвы невероятно. Ну, начнем с того, что Третьяковскую галерею подарил Москве, конечно, Третьяков с братом. В нашей истории все фамилии очень связаны друг с другом. Третьяков приходился Алексееву родственником, дальним и непрямым, но родственником. Равно как и знаменитый Савва Мамонтов, еще один меценат крупный и благотворитель, крупнейший промышленник-олигарх, тоже родственник Алексеева. Девочка с персиками, она тоже родственница Алексеева, Вера Мамонтова. Это все одна огромная семья московских промышленников, старообрядцев, в основном купцов, очень богатых людей. Третьяков дарит галерею не просто городу Москве, а городу Москве под управлением Алексеева, потому что он знает, что это точно будет организовано, налажено, коллекция будет пополняться и обустраивается соответствующим образом. Если бы не Алексеев, Третьяков бы мог бы и подумать. Это раз. Далее. Что такое Москва на тот момент? Почитайте воспоминания иностранцев, побывавших в Москве в середине 19 века. Это уже большой город, но это, к сожалению, антисанитария, болезни, грязь. Последняя эпидемия чумы в Москве жуткая еще при Екатерине II, не так давно. В Москве есть некое подобие водопровода екатерининских времен. Мало и не работает.
уже давно. В Москве нет канализации, поэтому воду в дома привозят в бочках, водоноши. С утра идешь и покупаешь воду. Отходы вывозят в бочках. Центр Москвы – Кремль, а вот там, где сейчас ГУМ, там так называемые торговые ряды, где торгуют живым мясом, рубят прямо при тебе его, и рыбой. Вонь, крысы, жуть. Но москвичи привыкли, там дешево. Потому что привезли сразу колхозный рынок. Прямо у стен Кремля. Улицы в лучшем случае выложены булыжником, но тротуары раньше-то мастили деревом, а город вырос, поэтому просто грязь по колено. Тротуаров нет, пешком ходить невозможно. С медициной проблемы, с социалкой проблемы. Такое хозяйство принимает энергичный предприниматель, богатый, избранный мэром Москвы Николай Алексеев. Первое, что он сделал, канализация. Грандиозный проект водопровода и канализация. Поскольку воды в Москве не хватало, ну из Москвы-реки вообще грязная вода, и то не хватает. В районе Мытищ оттуда тянется трубами канализация, строится система насосных станций по суперсовременному проекту. Система очистительных станций, причем Алексеев вкладывает свои личные деньги. Поскольку бюджет Москвы очень маленький, сложно быть эффективным губернатором, когда у тебя бюджет, как в депрессивном регионе. А тогда у всех бюджет, как в депрессивном регионе. Поэтому Алексеев вкладывает, во-первых, свои деньги, раз. Во-вторых, он же из этого круга. Поэтому он ходит ко всем и просит взносы от купцов на паях в разного рода московские благоустроительные проекты. А зная его абсолютную честность, все ему деньги дают. Появляется в Москве Алексеевский водопровод. Раз, полноценный. Вы будете смеяться, но он работает до сих пор. Это у нас только современные трубы в это время чинят. Алексеевские работают в центре Москвы. Алексеевская канализация. Гигантские проекты строятся в складчину купцами, которые вы знаете все. Политехнический музей. Здание Московской городской думы, будущий музей Ленина, при Алексееве на Красной площади. Исторический музей Александра III тогда, ГИМ, при Алексееве. Ну и, наконец, в чем уникальность мэра Алексеева, конечно, политическая воля невероятная. Он принимает жесткое решение, просто сносит одномоментно все торговые ряды. И ГУМ тоже строится при Алексееве, тоже на частные средства, на паях. Невероятное число социальных учреждений, 30 городских училищ для бедных, больницы, родильные дома первые появляются. Кстати говоря, о политической воле. В Казани платная парковка? Это хорошо или плохо? Для нас плохо, для бюджета хорошо. А кто помнит, как было до того? Можно было припарковаться? Нет, было хорошо, а припарковаться можно было? Можно было. С вечера очередь занять. Я очень хорошо помню, когда в Москве вводили платную парковку. Можно спорить по поводу цен, это всем цены не нравятся, но сам принцип. Поскольку я служил министром культуры в самом центре, то припарковаться нельзя было в принципе никогда, нигде. То есть только на служебной парковке. Если приезжаешь на своей машине и пытаешься где-то встать, или я кого-то приглашаю, и нет места на служебной парковке, значит, человек вообще никогда не припаркуется. Собянин проявил политическую волю, сделал платную парковку, стал постепенно эту систему расширять. Но это стоит денег. Но зато всегда можно припарковаться. Почти везде. Я уже не говорю о том, насколько это полезно для городской казны. Когда это совмещается с развитием общественного транспорта. Я люблю ездить на общественном транспорте. Московский автобус. Это реально круто. Не то, что было раньше. Так вот, Алексеев, у него такая же политическая воля. Он, например, запретил строительство деревянных домов. Представляете, какой скандал? Потому что пожары, страшные пожары все время. Он просто запретил. Все. И с тех пор в Москве деревянных домов не строят. Ну, наверное, тоже ревнители старины сказали бы мне, что плохо, пока не сгорит. Скотобойни, вы не поверите, находились в центре Москвы, потому что очень удобно. Ты бычка так и в торговые ряды потащил. Антисанитария чудовищная. Жуткое политическое решение, скандал, бандитизм, разборки. Все скотобойни вывезли за МКАД. Асфальт появился в Москве раньше, чем в Петербурге. Асфальт – это Алексеев. Тротуары – это Алексеев. Газовое освещение – Алексеев. Даже музыкальное училище. Он между делом еще интересовался музыкой, спонсировал консерваторию, дружил с Чайковским, дальним родственником своим, Петром Ильичем. В Москве до сих пор есть городская музыкальная школа номер 30 имени Алексеева, этого самого Алексеева. Это между делом за свои деньги построил. Александровский сад, который сейчас такой красивый, где вечный огонь, дорожки,
представляло из себя заросшее бурьяном болото, окруженное деревянным забором, чтобы позора этого не видели начальники, проезжая мимо. Весь современный Александровский сад, включая знаменитую решетку, на купеческие деньги, на взносы, с небольшим госфинансированием, доля. Алексеев пролоббировал, сказал, должно быть место, где москвичам приятно погулять. С этого, собственно, началась вся парковая культура нашей столицы и других городов. Чем отличается город хороший от города плохого, в первую очередь? Там есть общественное пространство, парк-сад, либо нет. Началось это с Алексеева. Все знают, наверное, Алексеевскую больницу. Кащенко в советские годы называлась. Дорогая передача, в субботу, чуть не плача, вся канатчика удача к телевизору рвалась. Вместо, чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Да, классика. Письмо из Кащенки в телепередачу «Очевидное невероятное». Алексеевская больница построена на средства Алексеева. Он, конечно, еще и немного собирал спонсорские средства, потому что проект огромный, и даже его состояния на все не хватало. Ходил по купцам, буквально просил. Пришел на собрание в Московский купеческий клуб. Это в дворянском клубе в карты играли, в купеческом клубе, который находился при Алексееве, построенный на купеческие деньги. Это театр Ленинского комсомола сегодня. Там купцы собирались решать вопросы, обсуждали сделки. Алексеев любил туда приходить, денег попросить с купцов, помочь городу на разные проекты. И вот он там в очередной раз пришел, говорит, вот денег не хватает. Нет ни одной специализированной больницы для душевнобольных, надо им как-то помогать, лечить. В Европах уже появляются. Давайте. Один купец, по некоторым легендам, когда-то служил приказчиком у его отца и поднялся. Представляете? Связь. К нему приходит сын, мэр города, сын его босса, и денег просит. Он так говорит, так пузо поглаживает и говорит, ну что, Никола, отвесишь мне земной поклон? Дам 1 миллион. Все смотрят вокруг. Ну, Николай Алексеевич отвесил земной поклон при всех. Земной поклон — это не поклониться, это встать на колени и лбом коснуться ног. Купец оторопел, дал 1 миллион. А как? Слово купеческое. Алексеев отряхнулся, значит, там, слушай, говорит, я бы за меньшее бы поклонился. Нормально, спасибо. Работал он, естественно, на общественных началах. Свою большую мэрскую зарплату, 12 тысяч рублей в год, это 1000 рублей в месяц. Невозможно перевести в современные деньги, ну, наверное, 3 миллиона в месяц примерно по покупательной способности. Вот все с первого дня перечислял в московскую казну. Какое это имело значение, когда он софинансировал огромное количество московских бюджетных, как бы сейчас сказать, проектов. Поэтому у него была совершенно фантастическая репутация. Во-первых, он выигрывал выборы, как говорится, вот так, на раз. Он ходил по городу без охраны. Мало кто мог посметь пристать к такому серьезному, крупному мужчине, более знаковому. Он ходил с книжечкой всегда знаменитой. И к нему могли подойти что-то попросить, он в книжку записывал аккуратно. Когда он делал в Москве канализацию, в центре остался один богатый особняк, сегодня современного МХАТа, куда не подвели канализацию и водопровод. Это был особняк Алексеева. Он сказал, я не хочу, чтобы думали, что за казенный счет. Потом, когда закончим, я за свои подведу. В тот день он пошел на работу, у него был день приема посетителей. Тогда нормальным считалось, когда градоначальник или губернатор лично принимает посетителей. У него был день приема, что-то жена его хотела оставить, плохо себя чувствуешь, не надо. Он говорит, нет, нужно. Потом повернулся к жене и сказал, знаешь, я тебя одно попрошу, не забудь, у нас-то больница строится, а денег не хватает. Ты, если что, обязательно дострой. Что, с ума сошел? Ты о чем вообще говоришь? Ну, ты мне пообещай, что достроишь. Конечно, когда-нибудь через лет 40 обязательно Коля достроит. Ему на тот момент 40 с чем-то. Прямо в кабинете градоначальника Москвы его застрелил психически больной. Потом пытались выяснить как-то козни политические. Нет, судя по всему, странный человек, которого терзало желание прославиться, слава Герострата. Он даже не был осужден, его пожизненно держали в психиатрической больнице. Оперировал Склифосовский. Знаете, судьба какая? Склифосовский не спас, не смог. Даже он не смог. Но ненадолго он пришел в сознание и распорядился еще 300 тысяч рублей на достройку психиатрической больницы дать. Плюсом. Похоронили на кладбище в Новоспасском монастыре.
там усыпальница Алексеевых, но не сохранилось, все разрушили в годы советской власти, ни могилы, ничего нету. А когда прокурор пришел потом к убийце в камеру, тот его спрашивает, что радуются москвичи, как я их освободил от этого тирана. Прокурор смотрит на него реально как на сумасшедшего и говорит, рыдает Москва, рыдает. Вы не поверите, но либеральная пресса не любила Алексеева и постоянно его критиковала за авторитарные методы управления. Мало дискуссий в городской думе, очень быстро принимаются решения, не советуются с народом. И вообще какие-то у него подозрительно хорошие отношения с генерал-губернатором. К тому моменту генерал-губернатором был уже Сергей Александрович, небезызвестный, которого тоже потом убьет эсеры, террористы, через несколько лет. Ну, как-то у них рабочие отношения были нормальные. Дружат с тираном Романовым. На похоронах Алексеева присутствовало 200 тысяч человек. При населении Москвы, ну, по разным оценкам, ну, может быть, ну, миллион. Вся взрослая Москва пришла хоронить Алексеева. Чем отличается Алексеев? Тогдашних и современных, иногда чиновников, которые любят произвести хорошее впечатление на избирателей. Поэтому самое главное, чтобы красиво было, какие-то китайская иллюминация была на Новый год. Он занимался вещами совершенно невидимыми проблемами, так называемыми. Тем, что под землей. Именно в это в первую очередь средства и вкладывались, и вся энергия его. Социалка, больницы, канализация, водопровод, санитария, инфраструктура. И при всем при этом он, наверное, был первый градоначальник, который видел город как единый организм, как единый народохозяйственный комплекс. Бюджет города при нем вырос в несколько раз, потому что бизнес развивался. Он же сам предприниматель. Поэтому поддерживал хорошие бизнес-начинания, создавал муниципальные предприятия, доходные, не расходные, которые занимались городскими подрядами. Хороший управленец. В Москве нет ни памятника, ни доски мемориальной, ни могилы. В общем, как раньше говорили журналисты, прошу рассматривать мою статью как обращение к прокурору. Значит, я прошу рассматривать нашу сегодняшнюю встречу как организацию добровольного сообщества по сбору средств на памятник Алексееву. Несложно поставить сейчас памятник при поддержке какой-нибудь крупной общественной организации или даже государства. Алексеев бы сам так никогда не поступил. Он бы ни копейки не дал из казны на что-то, что может мемориализировать его память или его близких людей. Поэтому я думаю, что памятник Алексееву в Москве обязательно надо поставить, но поставить именно на частные пожертвования москвичей, как бы поступил он сам. Обязательно этим займемся. Николай Алексеев. Он, кстати, двоюродный брат Константина Станиславского. Их отцы, братья. Константин Сергеевич Алексеев, сценический псевдоним Станиславский. Он увлекался театром, поэтому взял этот псевдоним. Дело было не настолько престижное, как сегодня выступать на сцене. Как мы помним, не так давно актеров иногда отказывались хоронить на церковных кладбищах за оградкой, потому что, кто его знает, сколько лиц у этого лицедея, и все ли они христианские. Взял псевдоним для театральной своей деятельности. Вот с этим псевдонимом двоюродный брат Алексеева и вошел в историю. Естественно, не все время занимался театром. Он у своего дяди, отца нашего героя Николая Алексеева, работал в конторе на канительной фабрике. С самых низших должностей, вверх, менеджер по продажам и так далее. Потом занялся управлением этой канительной фабрикой в Москве. Очень сильно развил это дело. Захватывал новые рынки, эта канитель продавалась по всему миру. А потом очень вовремя сориентировался, когда наступила эра электричества, именно Константин Станиславский перепрофилировал фабрику на производство вольфрамовых нитей для электролампочек. И, собственно, советский завод «Электропровод» – это реинкарнация канительной фабрики Алексеевых. Заработанные средства Станиславский вкладывал в том числе и в театральную деятельность. Московский художественный театр, наверное, самый прославленный драматический театр страны, основан Станиславским, его другом Немировичем Данченко, на частные средства. Но тут я отмечу, не только и не столько на средства семьи Алексеевых и самого Станиславского. Нет. Тут Станиславский проявил себя как современный продюсер. Вы знаете, чем отличается продюсер от инвестора в театральной деятельности, в кино?
Инвестор на свои деньги снимает, а продюсер на чужие. Вот Станиславский работал как продюсер. Он, конечно, давал деньги МХТ, но вот спонсоров привлекал. И главным спонсором был Савва Морозов. Удивительно то, что Станиславский известен всем, а никто не знает его старшего брата, к сожалению. А старший брат его звали Владимир Алексеев. И все, что делал Станиславский в части театральной деятельности, он делал вместе со своим старшим братом. Просто старший брат был больше увлечен музыкой, а Константин, младший, больше драмой. Тоже большой бизнес был, кстати, у Владимира Алексеева. Даниловская мануфактура на Варшавке, в Москве. Гигантское предприятие. Но он любил музыку и музыкальный театр. И постепенно из музыкальной труппы Владимира Алексеева образовалось то, что сегодня все москвичи и гости столицы знают. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. В народе Стасик. Да-да, этот театр основан не Станиславским и Немировичем Данченко, он основан их старшим братом Владимиром Алексеевым, чье имя из истории, к сожалению, выпадает. Что, в общем, несправедливо. История вообще тесное место, и места для славы там хватает далеко не всем. Чтобы попасть туда, зачастую надо не столько построить, создать, сколько разрушить и уничтожить. В этом отношении род Алексеевых предпринимателей не всем одинаково повезло. Предпринимателям вообще тяжело остаться в истории. Со временем все это девальвируется, улетучивается. Кстати, деятелям культуры и искусства легче. Станиславский гораздо известнее, чем его братья. А зачастую мы ведь не знаем, кто проспонсировал создание того либо иного произведения, знаем только режиссера. Мы не знаем, кто был заказчиком памятника и созидал этот памятник либо мемориал вместе со скульптором и архитектором. Мы знаем только скульптора или архитектора. В этом отношении предпринимателям, инвесторам не везет. Кроме тех случаев, когда у них есть реальная возможность обессмертить свое имя, творя добро в каких-то больших проектах. Когда мы говорим о больших проектах, то в массе своем с большим трудом мы вспомним, собственно, на чем зарабатывали деньги братья Третьяковы или братья Алексеевы. Чем они там занимались? Какие фабрики? Каким банком владел барон фон Штиглиц? Чем занимался Демидов в Ярославле, один из Демидовых? Савва Морозов на чем зарабатывал? Или Козьма Солдатенков, кто вспомнит? Сергей Щукин. Коллекцию Щукиных-Морозовых знаем, а чем занимался Сергей Щукин? Не очень. Купцы Абрикосовы. А вот Академия Штиглица в Петербурге есть. Третьяковская галерея. Демидовского лицея в Ярославле нет, но есть Государственный университет имени Демидова в Ярославле, родившийся из его лицея. Ну, Морозовская детская больница. Ее знают все. Боткинская больница известна по фамилии Боткина. Но в основе Боткинской больницы лежит Солдатенковская больница, мецената, инвестора, промышленника Козьмы Солдатенкова. Бахрушинский театральный музей, созданный промышленником Бахрушиным. Сергей Щукин – это не только коллекция Щукина и Морозова, но еще и построенное им Щукинское театральное училище. А Абрикосовский роддом – самый первый специализированный бесплатный роддом в Москве. Существует по сей день. Поэтому вот он способ делать добро, когда у вас есть на это средства, время и желание, и обессмертить свою фамилию. Мы сегодня говорили о 3 фамилиях, которые обессмертили себя в нашей истории, о Давыдовых, Муравьевых и Алексеевых. Будете в Москве проезжать мимо Алексеевской больницы, которая недавно вернулась ее подлинное название. Это тоже доброе дело одного человека, Николая Алексеева. Одно из многих-многих его добрых дел, за что мы обязательно поставим ему памятник. Спасибо вам большое за любовь к русской истории.